Всем привет! Я рада, что вы зашли ко мне на канал. Сегодня хочу поделиться с вами процессом создания такого милого новогоднего мышонка. Он мне напоминает смешариков. Список всех материалов будет в описании под видео. Как всегда хочу напомнить подписаться на канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых роликах. А также заглядывайте в мой инстаграм и группу ВКонтакте. Все ссылки также в описании. Итак, мышонок у меня сборочный из всех материалов, которые я нашла у себя дома. Туловищем будет такой пенопластовый шар, он у меня остался еще с прошлого Нового года. Для остальных частей буду использовать пластилин и такие глазки и носик. Первым делом раскатываем пластилин, хорошо его мнем и лепим ушки, лапки, хвостик. Я особо лепить не умею, вспомнила сразу уроки труда в школе, но что-то у меня получилось. Можно использовать ложку, чтобы сделать более ровную форму для ушек, но все равно придется ее руками немного подровнять, подзакруглить. Теперь нужно сделать ручки и ножки. Для начала я делаю такие шарики, а потом уже вытягиваю их, придаю форму. Но также говорю, что, естественно, каждый может сделать так, как ему хочется, по-своему. Я особо лепить не умею, поэтому у меня все достаточно просто. Так как это пластилин, он у меня хорошо прилипал к туловищу, и мне не понадобилось крепить его как-то дополнительно. Дальше необходимо загрунтовать мышонка, чтобы он точно не развалился. Для первого слоя я использовала смесь шпаклевки с клеем, пропорции примерно 1 к 1. Далее с помощью синтетической кисти я начала аккуратно покрывать мышонка. Первый слой такой опасный, лучше быть аккуратными, а последующие слои, так как первый уже застынет, можно наносить более смело. Каждому слою нужно дать высохнуть хотя бы час. Последующие слои я наносила уже с помощью такого акрилового грунта. Не знаю, может быть, можно было обойтись только им, но первый слой я решила зашпаклевать, так зашпаклевать. И также грунт наношу еще в 2-3 слоя. Через сутки мой мышонок полностью высох. Перед тем, как покрывать его акриловой краской, можно с помощью наждачной бумаги подровнять какие-то острые углы. Я боялась сильно шлифовать его, потому что все-таки основа у меня пенопластовая, и я только такие совсем выделяющиеся моменты подточила. Далее я смешала белую, черную и голубую акриловые краски. И с помощью губки закрашиваю мышонка. Также можно сделать это в несколько слоев. Там, где губкой у меня не получалось достать, я использовала маленькую тонкую синтетическую кисть. Когда серый цвет полностью высох, можно нежно-розовым добавить какие-то детали на ушки, на место, где будет носик, щечки. В общем, здесь уже можно продолжать раскрашивать сколько угодно. И последним этапом на клей я цепляю глазки, носик, и также решила сделать усики из тонкой лески. Этот момент я не сняла на камеру, но я прокалывала щечки мышонка тонкой иголкой, а потом засовывала туда леску и также с помощью клея фиксировала. Вот такой мышонок у меня получился. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и инстаграм. Не пропустите новые видео. Пока-пока!